Всем доброго дня! Сегодня будем готовить стабильный крем для покрытия торта и декорирования на темной глазури. Кроме этого, я покажу, как я окрашиваю темный крем в насыщенно-черный цвет. Этот крем просто замечательный для выравнивания торта, а также им можно декорировать. Рецепт этого крема и вся нужная информация будет в описании под видео. Для этого крема нам понадобится шоколадная глазурь, сметана, масло, желатин и вода для желатина. С самого начала нам нужно замочить желатин. Для этого крема желатин лучше замачивать не меньше 2 часов. Для чего это нужно? 2 часа – это оптимальное время для того, чтобы влага, вода полностью впиталась в желатин. Потом это может сказаться на качестве крема, то есть крем потом может отсекаться. Это я уже говорю из личной практики, так что на полчаса замочить желатин здесь не подходит. После этого берем любую емкость, которую можно поставить на паровую баню, и соединяем в миске сметану и шоколадную глазурь. Ставим на паровую баню, растапливаем глазурь со сметаной. Сметану я беру жирностью не меньше 20%, но тут тоже важный момент, сметана должна быть качественная, чтобы там не было отслоившейся сыворотки, потому что тоже может сказаться на качестве крема, то есть крем может отсекаться, если сметана будет водянистая. Темная глазурь сама по себе легко растапливается, с ней меньше проблем, чем с белой, но все-таки я бы рекомендовала не отходить уже от паровой бани и время от времени помешивая. Глазурь лучше топить на маленьком огне, чтобы посуда не нагревалась слишком сильно и чтобы глазурь не свернулась или сама смесь не пристала ко дну. Нам нужно ее растопить полностью, чтобы там не было никаких крупинок шоколадных. Если там нету мелких крупинок, значит все, снимаем с паровой бани. После этого прямо в горячую смесь добавляем набухший желатин и хорошенько вымешиваем так, чтобы он растворился в горячей массе. Желатин можно заменить также агар-агаром или пектином. Но агар-агар и пектин нужно плавить при более высоких температурах. Поэтому заранее нужно растопить в микроволновке и уже растопленным, готовым добавлять уже к этому крему. После желатина добавляем масло. Масло должно быть комнатной температуры, мягкое. Вводим его постепенно в горячую смесь. Она уже не горячая, она уже теплая за это время. Масло жирностью у меня 72%. Вы можете брать любое масло, которое вам подходит. Здесь такого значения не имеет в этом креме. Я вымешиваю масло лопаткой или ложкой до мелких кусочков, а потом беру еще миксер. Но здесь мы не взбиваем, а просто хорошенько вымешиваем масло миксером. Масло у нас соединилось полностью, вот у нас получилась такая смесь шоколадная. Теперь мы это все убираем на стабилизацию в холодильник. Можно оставить в помещении, но в холодильнике будет намного быстрее. Вот у меня крем постоял в холодильнике 20 минут при температуре плюс 3 градуса. Посмотрите, уже образовалась немного корка твердая. Сейчас я легонько вымешаю, сначала лопаткой и немного повзбиваем миксером. Это уже будет первое взбивание. Нам нужно повзбивать до однородности, чтобы все комочки твердые разошлись. Посмотрите, даже сейчас видно, что крем при взбивании начинает немного светлеть и уже преобразовывается в такой более плотный крем. Но для покрытия, как на меня, он еще слишком мягкий, поэтому я еще убираю в холодильник на минут 5-10 и после этого будем уже окончательно взбивать для выравнивания. Вот здесь уже крем после второй стабилизации. Он уже намного плотнее, и мы теперь его взбиваем последний раз. К этому крему также можно добавлять разные вкусовые добавки. Вот к такому шоколадному крему очень хорошо подойдет растворимый кофе, чуточку добавить. Либо ванили немного можно, то есть тут уже на усмотрение. Ну вот, смотрите, этот крем точно так же, как и ганаш. При взбивании увеличивается в объеме и немного светлеет. Все это готовый крем. Им можно спокойно выравнивать торт, декорировать, украшать. Но я говорила, что покажу, как окрасить в насыщенно-черный цвет. Вот я вам сейчас покажу, как работают здесь красители в этом креме. Вот сейчас добавляю черный гелевый краситель. Это водорастворимый.
Хочу сказать, что этот крем можно красить любыми красителями. Я сейчас буду работать только с водорастворимыми. Но чтобы добиться насыщенного черного цвета, сам черный краситель нам в этом не поможет. Вот посмотрите, какой он получается, если мы добавляем только черный краситель. Крем получается такого бурого, темно-серого цвета. Я чуточку отберу этого крема, чтобы потом просто сравнить. Чтобы добиться насыщенного черного, я добавляю 3 разных красителя. Красный, синий и зеленый. Конкретно у меня вишневый. Вот этот оранжевый — это зеленое яблоко. И синий. Все 3 цвета добавляем в одинаковых пропорциях. Вообще-то есть такое правило. Если красится крем либо мастика, нужно добиться темного яркого цвета, то крему, конечно, нужно дать постоять немного, желательно несколько часов. И то не в холодильнике, а лучше в помещении. Тогда пигмент краски лучше проявится и будет намного ярче, и мы добьемся нужного цвета, который нам нужен. Ну вот видите, получается совершенно другой, уже похожий на черный. Ну вот для сравнения посмотрите, как выглядит черный из 3 цветов и черный просто от черного красителя. Еще хочу сказать, что при окрашивании структура этого крема не меняется. Вот мы сюда бабахнули в принципе очень много красителя, но крем остается одинаково плотный и такой же, как был. Торты с черными кремами заказывают, конечно, реже, но все равно есть случаи, поэтому нужно предупреждать заказчика, что в этом креме используется большое количество красителя. В последнее время я пользуюсь только вот этим кремом, в основном белым, потому что торты обычно светлые. Я пробовала по-разному выравнивать торт этим кремом, но качественнее всего получается, когда вот из мешка обойти весь торт сначала, а потом выравнивать шпателем. Может показаться, что так уйдет слишком много крема, но ничего подобного. На торт диаметром 18 см, высотой 12 уходит где-то, максимум уходит 480 граммов. Так в основном 420-450, это уже как пойдет выравнивание. Когда я уже выравниваю шпателем, иду уже по финишной, помните, что шпатель после каждого мазка нужно протирать либо чистой салфеткой, либо полотенцем. У этого крема есть такое свойство, он может немного цепляться, поэтому вот здесь важно. Шпатель нужно протирать уже на финишном. Быстрее всего у многих будут вопросы, красит ли этот крем руки, как он отмывается и так дальше. Тут уже, наверное, будет зависеть, у кого какие красители, но от моих красителей он, конечно, руки красит, да, но отмывается легко. От этого крема могут остаться пятна только на ткани. Вот такого качества я сделала выравнивание, первое и основное. Я его еще убираю в холодильник на полчаса, на часик. И после этого еще затираю мягким, гибким шпателем. Такие мелкие дефекты. На холодном торте такие дефекты лучше затираются, поэтому я так делаю. Мне так подходит и получается более гладкое покрытие на торте. Вот, посмотрите, у нас получился насыщенно черный крем. Кроме этого, как я говорила, этот крем можно использовать для декорирования. Цветы, конечно, делать лучше из белого, окрашивать, но из темного можно башенки делать, вензеля, то есть какой-нибудь там такой уже декор. К примеру, можно сделать красивую структуру, узоры с помощью силиконовых молдов, ковриков. Для того, чтобы декор сделать очень быстро, нам нужно еще добавить к крему немного глазури растопленной. Пропорции такие: 200 грамм крема и 50 грамм глазури. Можно использовать просто крем, но тогда торт придется с декором ставить в морозилку, чтобы снять силикон. У меня такой морозильной камеры нету, чтобы туда торт засунуть, поэтому лучше добавить глазури и поставить торт в холодильник. Так будет намного быстрее. Накладываем часть крема туда. Нам нужно его выровнять, разровнять этот крем по силикону. Где-то толщина должна быть полсантиметра. Вот здесь не нужно лениться, надо ровненько все четко выровнять, потому что потом все отобразится, все дефекты отобразятся потом на торте, естественно. Поэтому по всей поверхности силикона
толщина крема должна быть одинаковая и ровная. Ширина этого коврика получается 14 сантиметров и длина где-то 28. Но они стандартные все идут. Я так по памяти говорю, уже точно не могу сказать. Убрать лишний крем со всех сторон силиконового коврика. И края выровнять. Вот я шпателем, видите, ровненько убираю крем до узоров. Приносим холодный торт, только что из холодильника. И аккуратненько наносим силиконовый коврик, крепим на холодный торт. Силиконовый коврик немного выше, чем сам торт, но это ничего страшного. Мы потом края все аккуратно срежем. Легкими движениями еще нужно немного поприжимать, либо руками, либо утюжком, чтобы все плотненько легло, чтобы крем хорошо пристал. После этого убираем торт в холодильник, минимум на полчаса. Крем за это время должен уже затвердеть. Через полчаса просто аккуратно снимаем силиконовый коврик. И все, посмотрите, какая у нас красота. Вот специально показываю крупным планом, чтобы было видно, как четко прорисовался узор. Следующую часть торта декорируем также. Намазываем крем на силиконовый коврик и закладываем вторую часть силикона таким же образом. Крем сверху, который у нас лишний, аккуратно срезаем ножом. Даже нагревать не нужно. Он легко срезается, этот крем. После срезания крема еще немножко загладим сверху, и все будет хорошо. Если ко мне будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если видео полезное для вас, ставьте, пожалуйста, лайки, мне будет очень приятно. На этом пока прощаюсь, говорю, до следующего выпуска, пока-пока.